Ну что ж, продолжим. Поищу нужного человека за кадром. В общем, я не нашел нужного человека. Я тут, кстати, неподалеку вот домик видел. Надо бы его посмотреть. Может, он там скрывается. Угу. Тайничок. Мабо. О, полено. На бывшую, похоже. Все, уже и наварился, и при деньгах, и при всем вообще зашибись. О, Щелкун. Это мой брат названный, кстати. Так, сейф, значит. А вот это очень хорошо. Я теперь при деревянном кулашике. Ебать, я чем мощный. Пил. Бля. За что? Ты серьезно? Пил. Ну чё шуток не понимаете, дебил? Бля. Это самая нелепая смерть. Больше я стрелять из этой хуйни не буду. А, вот теперь у этого челика новые диалоги появились. Перед вами стоит крепкий мужчина лет 30 на вид. У него румяное лицо, курносый нос и нагловатый уверенный взгляд. Мужчина одет в обтягивающую майку со стертой надписью «Гребля» и грубоватые рабочие брюки. Внимание! Вы замечаете, что в левой ладони он перекатывает 2 игральные кости. Может, сыграем в кости? Да я б с радостью, приятель. Только дело в том, что наш председатель Ковалев запретил любые азартные игры на территории села. Хозяин барин, что называется. Но я теперь играю только за пределами деревни. Понятно. Можно тогда еще вопрос задать? Ага, давай. А расскажи-ка о себе, братишка. Ты какой-то странный типок, вот подозрительный, болен. Я охотой занимался, товарищ следователь. Вроде занятия не запрещенное, не? Люблю это дело. Свежий воздух, винтовочка, костерок в степи. Романтика, будь оно неладно. Да и навар с этого всего неплохо идет. Понятно, можно еще вопрос. Какие слышны слухи, братишка? Слухи? А фиг его знает. Один ходорик в дороге мне рассказал, что какие-то энтузиасты на юге фильму сняли. Ага, первую за 20 лет. Дерьмо, скорее всего, но поглядеть было бы интересно, если билеты на показ не 1000 рублей стоят, что весьма вероятно. Но это да. Что нового в деревне? Да вроде живет колхоз. Не как сыр в масле, но знаешь, могли бы и хуже. Хотя мне пофиг на самом деле, я здесь за собой койко-место держу. Иногда в харчевне пару-тройку стаканчиков пропускаю, выпиваю слегонца. Катьке хозяйки традиционно клинья подбиваю. Но он, конечно, красавчик. Но сама деревня меня не сильно волнует. Настоящее веселье все равно в Красноземном происходит. Там и баба не из самых стеснительных, и поиграть можно, и выпить. Он скабрезно усмехается и по-приятельски хлопает вам по плечу. Полгода уже, небось, моих детей воспитывает. Каков ты? Можно тогда еще вопрос? Как вы тут поживаете? Ничего так, не грусти. А как ты? Неопределенно пожать плечами. Да вроде отпиздили меня и все украли, твари. Типа не хорошо и не плохо? Или не хочешь в контору полезть? Смотри сам, мне к тебе в душу лезть не с руки. Да и припарка с этого никакого. Ага. Может тогда еще вопрос? Я хотел бы узнать твое мнение про местных бандитов. Есть ли у них представители в деревне? Мужчина не меняется в лице, да и вообще совершенно не проявляет каких-либо эмоций. Его манера держаться остается все такой же шарнирной. А взгляд наглым. Варьё и есть варьё. Чё с них взять? Выживают люди как могут. Он сплевывает в сторону и нахально, почти с вызовом, смотрит вам прямо в глаза. Кто-то в деревне под подозрением? Кто-то шпионит за жителями? А ты по какой причине вообще интересуешься, товарищ следователь? Ля, я крыса ща буду. Допустим, я хочу к ним присоединиться. Ага, смотри, что если тот, кто работает на блатных, уйдет из деревни без лишних препансов с твоей или еще чьей-либо стороны. С глаз долой, из сердца вон, так сказать. А когда ты, к примеру, решишь, что хватит тебе всякой ерундой страдать,
по кочкам ночевать, у собак кому воровать и все такое прочее, то для тебя всегда будет открыта вакансия в нашем бандитском лагере, тут неподалеку на заброшенном заводе. Как тебе такие перспективы карьерного роста? Да тихо ты, не ори так. Да тихо ты, не ори так. Но я Только почему сразу стукач? Меня сюда жить всей хатой снаряжали. Я агент внедрения скорее. Плевать. Мои предположения еще в стиле, между прочим. Ну, постой тут, мне еще подумать нужно. Смотри только резвей. А то меня нервирует, что Ковалев такую охоту на волков объявил. Я вечно ждать не буду. Если ты куда за пределы деревни пойдешь, то не жди меня здесь. Поговорим на заброшенном заводе. Ага, не уходи только в ближайшем будущем. Ну и все, я его сдам. Ля, я крыса. Я хорош. Я денежку получу и опыту. Бой. Уже вернулись. Есть какие-то подвижки в нашем деле? Есть. Нашел я вашего стукача. Это молодой мужик. Гришка. Председатель Ковалев хлопает себя по лбу с досадой. Он выглядит сердитым и одновременно смущенным, будто совершил какую-то глупость. Ну конечно! Это же было очевидно. Человек шатался хрен знает где, в работе деревня участия не принимает и говорит с характерным блатным интонациями. Эх, замыливаются у меня глаза. Раньше я бы его ни за что бы не пропустил. Стареете вы, товарищ Ковалев. Глаза председателя сужаются. Однако же через секунду он вздыхает, а его плечи паникают. Да, вы правы, возраст уже не тот. Устал я. Чертовски устал. Хорошо, хорошо. Что теперь? Товарищ Ковалев задумчиво потирает подбородок. Он явно решает, что делать теперь. Вы терпеливо ждете его решения. Наконец председатель хлопает в ладони, будто объявляет о том, что пришел к некому решению. От Гришки, стукача, нужно избавиться. Вот что понятно, но как я не хочу поднимать в деревне панику, нервировать людей. От него нужно избавиться быстро и по возможности тихо. Так, чтобы никто не заметил. Товарищ Ковалев, а как насчет оплаты? Пока что денежку требовать не стоит. Почему? Потому что я еще, по сути, ничего не сделал. Я его просто нашел. И все. Готов помочь с устранением. Интересно. Не буду спрашивать зачем, но хорошо. Однако, как вы предлагаете это сделать? Напасть на него средь бела дня? Нет. Так у нас не пойдет. Мне не хочется поднимать в деревне переполох. От стукача нужно избавиться как можно незаметней. Будто он ушел и все. Нет его. Тут за чистоколом есть один заброшенный домик. Предлагаю вам такое развитие событий. Вы заманиваете подлеца в него, и там уже тихо и чисто. Устраняете? Способ довольно мерзкий. Особенно по моим меркам. Но иногда нужно идти на такое, чтобы весь наш маленький социум не полетел в тартарары. Не знаю, как вы его убедите туда пойти, но вы должны это сделать. Даю вам карт-бланш. После того, как приговор будет приведен в исполнение, возвращайтесь ко мне. Я хотел бы обсудить с вами перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Будет сделано. Значит, заманить стукача в заброшенный дом и того этого. Пойду я, пожалуй. Все как полагается. Лопату и винтовочку. Хана тебе, братиш. Сейчас захапаю в тебя в уютном домике. Слушай, ты не прочь дойти до заброшенного дома тут неподалеку? Стукач подозрительно смотрит на вас и осторожно оглядывается по сторонам. Он явно не настроен так просто верить вам. Его придется как-то убедить. А для чего? Я использую свой навык общения. Опа! Слушай, дружище, тут пара закладок моих в гости наведалась. Тоже ищет где примкнуться. Я их в заброшенном доме за забором поселил. Может, сходил бы к ним. Слушай, дружище, тут пара тут пара закадык моих в гости наведалась. Тоже ищет где примкнуться. Я их в заброшенном доме за забором поселил. Может, сходил бы к ним. Успех. Мужчина немного успокаивается и хитро подмигивает вам.
Ну черт с тобой. Говоришь, что кореша твои в заброшенном доме квартируются? Я знаю, где это. Ага. Но только они народ пуганый. Если ты один придешь, попрячется. Ну и что теперь делать? Ну я пойду, позову их. Чаяо. По грибу. У меня есть сколько патронов на винтовке? 1, чтобы застрелиться. Хана тебе, братиш. Не на того нарвался? Ты один, а у меня лопата. А я знаю, где мои братишки квартируются. Да, братишки? Вы там? Вы там. Я там. И я там. Мужчина несколько растерянно оглядывается по сторонам и вздрагивает от каждого шороха. А что тут происходит? Извини, мужик, ничего личного. Ах ты сука, заманил меня, чтобы замочить. Мы еще посмотрим, кто кого. У тебя нож? Них. На! Уёба. И дёру. На! Не надо! На! Ну не надо! Да сдохни ты! На! Блядь! Нет! Ничего личного, уёба. Повезло, повезло. Вот так вот, нехер было на меня. Очки просрались. Что-то меня наебали, сейчас, по-моему, знатно. Повезло, повезло. Косые уёбки. Ну попади. Он же при смерти. Ну ты 4 раза промазал. Кого? На. Помогите, пожалуйста. По-моему, он спокойно по моему попадает. Все, изи вин. Заточка. Зашибись. Пойдем сдавать квест Ковалеву. Здравствуйте, ну как там? Все нормально прошло. Более чем. Дело сделано. Председатель сурово поджимает губы и кивает. Без лишних слов он достает из внутреннего кармана своего кителя парочку смятых купюр и, не глядя вам в глаза, протягивает их. Хотел, чтобы он посмотрел тому в глаза перед тем, как убить, чтобы понял, что это такое. Может, оно и к лучшему, что вы сами вызвались. Спасибо, деньги не помешают. Они никогда не помешают. Деньги – самое важное в любой игре. Председатель молча кивает. Да, ну кивает. Председатель молча вкладывает вам деньги в руку. Вы также молча берете их. И это большая редкость в пустошах, сразу скажу. Если согласитесь, платить я вам буду еще лучше. Дело особенно. Посвятите-ка вы меня, сударь, в детали. Хорошо. Смотрите, бандиты имели у нас в деревне своего человека. Я хочу иметь у них в стане своего. Хитро, хитро. И раз вы уже показали себя с хорошей стороны, то я предполагаю эту работу вам. Окей. Немаловажно также и то, что они знают всех моих парней. Звучит как-то двусмысленно. Ну ладно. А вы новенькие в деревне, еще не перемелькались. Вы можете легко втереться к ним в доверие, проникнуть внутрь их шайки. Как оно там было по-умному? О! Инфильтрировать. Нам нужен свой человек в логове врага. Согласен, звучит интересно. Отлично. В таком случае нужно придумать, как вас туда заслать. На теле стукача было что-нибудь интересное? Только вот это вот картишка. Я слышал, что варьё использует какие-то свои документы. Всегда думал, что это идиотская идея. Но с другой стороны, я еще мыслю старыми величинами.
Сейчас-то им явно бояться нужно меньше, чем раньше. Есть вероятность, что они примут вас за своего, за блатного, или как минимум порчака. Мутно все это звучит, ну да ладно, вы должно быть мне хорошо заплатить за подобную деятельность. Разумеется, не волнуйтесь, я никогда сам не работал под прикрытием, но прекрасно понимаю, насколько это сложно. И хорошо вам заплачу, а деревня будет вечно благодарна. Вам, да. Так давайте-ка я отмечу их лагерь на вашей карте. Вы передаете председателю карту и, немного подумав, он чертит аккуратный крестик на месте, где располагается лагерь местных разбойников. Еще раз осмотрев карту, проверив, все ли на ней правильно, он передает ее обратно вам. Вот тут эти сволочи живут. Готов. Кстати, для этой работы нужно оружие. Я вам помогу. Зайдите к оружейнику, он выдаст вам. В общем, удачи. Понятно. Нужно будет все это обдумать. Удачи. Оружейнику? Ты оружейник? Навряд ли. Но оружейник это все-таки, наверное, он. Перед вами стоит худой мужчина среднего возраста. Его костистое лицо озаряется немного наигранной улыбкой, когда он замечает вас. Доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию стволы на любой вкус. Довоенные, будто только со станка. И ружья, винтовки, пистолеты от лучших мастеров пустошей. Все уже высочайшего качества. Если взорвется у вас в руках, смело просите деньги обратно. Ну да, высочайшего качества. Сосич. Меня послали за оружием. Ты в курсе? В курсе. Вот вам отличная игрушка. Голову сносит на раз, два, три. Торговец ныряет за стойку, пара мгновений копается там и наконец высовывается обратно. В руках он держит пистолет. Спасибо, пока. Ржавый наган. Вот это я понимаю оружие. Хуй-та. Ну что ж, теперь мы при оружии, при лопате. Ще красавчики. А на следующую локацию мы пойдем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующих встреч. Вау. Сразу скажу, если согласитесь, это большая редкость. Это большая редкость в пустосах. А у вас есть в пустосах? Инсульт.